Привет, как дела у всех? Я всегда молюсь о лучшем для всех BTS и RMY. И сегодня появилась трогательная история от двух южнокорейских икон – Ким Тэхёна и его близкого друга, топового актера Пак Соджуна. Эта удивительная, но трогательная новость широко распространилась среди поклонников и СМИ, показав, что во время визита Пак Соджуна в военный лагерь, где находился Тэхён, именно Тэхён дал своему другу эмоциональную силу. За блестящими достижениями Пак Соджуна как актера стоят времена эмоциональной борьбы. Близкие источники сообщили, что давление индустрии развлечений, высокие ожидания и одиночество на пике его карьеры привели его в стрессовое психическое состояние. Хотя его лицо остается дружелюбным на экране, а его харизма никогда не угасает, Пак Соджун тайно борется со своими собственными потрясениями. Именно в таком состоянии он решил навестить Ким Тэхёна. Как старый друг и соратник по отряду УГА, Пак Соджун чувствовал, что присутствие Тэхёна может принести утешение. Он пришел не только поддержать своего друга, который служил в армии, но и как человек, который тайно искал утешение у души, которая всегда давала ему покой. Однако то, что произошло за воротами военного лагеря, оказалось гораздо глубже, чем просто воссоединение двух друзей. Ким Тэхён, который теперь живет в дисциплине и ограничениях армии, показывает себя как личность, полную понимания, спокойствия и эмоциональной силы. За своей военной формой и суровостью повседневной жизни Тэхён показывает свое истинное «я», друга, который готов слушать и подбадривать, даже в условиях ограничений. В узком пространстве и за короткое время Тэхён становится бальзамом для души Пак Соджуна. Он не произносит длинных речей, но оказывает поддержку посредством искренности, чуткого языка тела и успокаивающего присутствия. Его военная жизнь дала ему новый взгляд на смысл жизни, научиться принимать, терпеть и быть благодарным под давлением. Это ценности, которые он разделяет с Пак Соджуном. Встреча стала своего рода эмоциональным возрождением для актера. Среди тишины военной обстановки он нашел покой, которого никогда не находил в суете мира развлечений. Тэхён, несмотря на то, что некоторое время был вне центра внимания, стал настоящим вдохновением и источником покоя. Он напоминает своему другу, что жизнь — это не только достижение, но и забота о себе, охрана своего сердца и сохранение благодарности при любых обстоятельствах. Тэхён говорит по собственному опыту. Он сам когда-то испытал умственное истощение из-за давления индустрии развлечений. Однако его военная служба приблизила его к себе. Он научился ценить время, значение тишины и важность честных эмоциональных связей. Он донес до Пак Соджуна, что раны нельзя залечить, отвергая чувства, а только принимая их всем сердцем и медленно залечивая. Визит стал больше, чем просто воссоединением. Это было неожиданное пространство для исцеления. Пак Соджун пришел, чтобы дать силы, но вместо этого вернулся с обновленной энергией. Он понял, что даже в замкнутом пространстве, таком как военный лагерь, любовь и забота все еще могут процветать. Он увидел, что истинный мир исходит из сердца, которое приняло трудности как часть роста. Камер, записывающих встречу, не было. Все происходило конфиденциально, тихо и искренне. И в этой тишине смысл настоящей дружбы нашел свое место. Пак Соджун увидел, что Тэхён не потерял своего истинного «я», даже когда он был вдали от сцены. Он оставался теплым, заботливым и щедрым духом, способным быть поддержкой для тех, кого он любил. После визита в Пак Соджуне были видны изменения. Его коллеги отметили признаки эмоционального восстановления. Он казался более спокойным, легким в жизни и более открытым для окружающих. Он также начал уменьшать рабочее давление, которое он нес в одиночку, и он был более готов говорить о психическом здоровье. То, что он раньше скрывал, чтобы поддерживать профессиональный имидж. Общественность начала понимать,
что за сильным образом знаменитости есть хрупкая человеческая сторона, которая нуждается в поддержке. Эта история открыла глаза многим людям на реальность того, что психическое здоровье не знает статуса, достижений или славы. Даже такой человек, как Пак Саджун, может чувствовать себя подавленным, и это не слабость, это отражение человечности. Тэхин – пример того, как с достоинством встречать трудные времена. Он вдохновляет своих друзей не только своими словами, но и образом жизни. Его скромность в казармах, его дисциплинированный распорядок дня и его упорство во время службы стали символом тихой, но глубоко укоренившейся силы. История тронула сердце поклонников по всему миру. Социальные сети были переполнены поддержкой для них двоих, с хэштегами, наполненными любовью и надеждой. Многие почувствовали вдохновение уделять больше внимания своему собственному психическому здоровью и не стесняться обращаться за помощью, когда становится тяжело. Тем временем другие члены отряда Вуга выразили свою поддержку в частном порядке. Известные своей прочной, но личной дружбой, некоторые, как сообщается, отправили эмоциональные сообщения Пак Саджуну, услышав новости о визите. В их кругу поддержка друг друга является частью жизни, о которой они очень заботятся. И под спокойным небом и среди тишины военного лагеря два сердца обрели покой. Не для того, чтобы найти ответы, а чтобы поддерживать друг друга. Краткая встреча, которая принесла большие перемены, дружба, которая была не только трогательной, но и спасительной. На этом сегодня все новости о V.S. BTS, и для всех вас, ARMY BTS, делитесь своими самыми памятными моментами с друзьями в колонке комментариев как можно чаще.